Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Начав наш проект, мы дали слово самим себе и друг другу обнародовать только проверенные и перепроверенные данные, не углубляться в рассуждения и фантазии. Вся художественная подоплека наших свидетельств проработана опытными аналитиками нашей организации. Но следующий конкретный случай я хочу описать самостоятельно, поскольку он выбивается из плеяды всех наших обнародованных свидетельств и доказательств. Я долго думал, в какой форме предоставить всю полученную информацию, но решил придерживаться оригинала. Итак, мне буквально вчера на мой оперативный номер поступило голосовое сообщение, доставленное с помощью одного из мессенджеров. Далее я познакомлю вас с оригиналами двух последовательных сообщений, пришедших с разницей в несколько минут. Сообщение 1. Время 5 утра. Извините, я не знаю, как к вам обращаться, но у меня есть для вас конкретная информация. Я и мой муж нуждаемся в защите. Сообщение 2. Время 5 часов утра 4 минуты. Я хочу рассказать вам историю. Она длинная. Прошу вас верить. Мы можем предоставить доказательства. Я и мой муж переехали из РФ. Когда начались смутные события, думаю, вы понимаете, о чем речь. Мой муж айтишник и совершенно не приспособлен к военной службе. Само собой, для нас появилось решение уехать в Турцию через Грузию. Из РФ мы выезжали через Верхний Ларс. Но это все не важно. После переезда мы долгое время мыкались, муж зарабатывал сущие крохи, программируя на заказ. Кроме того, у него сломался ноутбук. Я слушал полученное сообщение и не сразу понял, в чем дело. Долгая история о переезде, скитаниях, просьбы о помощи. Я уже хотел прервать всю эту тираду своей фразой. Мы не фонд помощи вынужденным переселенцам, но продолжение присланного сообщения заставило меня задуматься. Мне и моему мужу, можно сказать, случайно, но теперь я понимаю, что все было запланировано. Предложили участвовать в фармацевтическом эксперименте. Раньше мы слышали об этом, что набирают группу людей и испытывают на них фармацевтику. Также нам гарантировали безопасность и весьма круглую сумму. Нам бы хватило на ноутбук и на время снять более или менее приличное жилье. Мы согласились. Эксперименты должны были длиться неделю, но в итоге все окончилось ужасно. Я не знаю, с чего начать. Вы готовы выслушать меня? Или лучше моего мужа? Я несколько раз прослушал сообщение, дал гарантии, разумеется, устно, и приготовился слушать дальше. Не знаю, по какой причине, но ответное сообщение пришло через час и уже на другой мессенджер. Складывалось ощущение, что собеседница на той стороне боится слежки. Я предложил использовать мессенджер с кодировкой через VPN и продолжить общение, на что я получил отказ. Вероятно, ко мне доверие тоже было не на самой высокой метке, но тем не менее диалог продолжился. Исследования проводились в клинике за пределами Анкары, и мы добирались туда около 3 часов, затраты нам оплатили. И меня отправили в бокс, где были еще 3 женщины, мужа увели отдельно. Все это было оговорено в договоре, нам перечислили аванс сразу, что обнадежило меня, по крайней мере. Значит, Турция. В моей голове стала складываться одна комбинация, которую можно было провернуть. На территории Турции в настоящее время находится один из наших оперативников, бывший военный спецназовец, которому мы обеспечили убежище. Транзит через Турцию мог бы несколько задержаться. Оперативника можно будет использовать для проверки полученных данных. Впрочем, следовало все обдумать, взвесить и принять конкретное решение. Агент-оперативник, следующий транзитом через Турцию, испытывает сильный посттравматический синдром, страдает галлюцинациями. По факту он отработанный материал. Но мы обязаны ему, поэтому и согласились обеспечить ему убежище после полученных данных. Этот вариант стоит продумать. Впрочем, как вариант еще можно использовать другого оперативника, из-под руки, так сказать, и отправить его на конкретную цель. Далее, в следующем сообщении девушка рассказывала о сути проведенных экспериментов. Каждый раз я засыпала и просыпалась на операционном столе. Перед этим мне давали выпить таблетку, от которой я практически сразу теряла сознание. Мне объясняли, что это нормальная реакция организма на таблетку, которую я пью
мне страшно, и правда я чувствую себя на дне пропасти. Муж советует все забыть. Да, все-таки мы получили деньги, но я не могу, простите. Наверное, несколько минут девушка приходила в себя. Потом пришло еще одно сообщение. Сквозь сон, наркоз это был или наркотики, я не знаю, я чувствовала, как мне во влагалище, извините, конечно, за подробности, вставляют расширитель, поймите, это чувство знакомо каждой девушке, а потом я чувствовала, как что-то трется о мою матку, входит в нее и остается там. Я пыталась кричать, но не могла. Тело меня не слушалось. Как-то я сказала об этом врачу, который наблюдал нашу группу, но он дал неясные объяснения о том, что препарат может вызывать маточные спазмы. Я, наверное, сама хотела в это верить и успокоилась, но сейчас я понимаю, все это был не сон. Потом девушка, ее звали Катерина, перестала выходить на связь. Несколько дней она игнорировала мои сообщения и сама не появлялась в мессенджере. Я не располагал данными, которые помогли бы мне идентифицировать ее и самостоятельно выйти на связь. Или же отправить оперативника на конкретную точку. Да и светить нашего агента, согласитесь, это глупость. Поймите, вокруг нас и против нас работают вполне определенные силы. Вся эта история могла оказаться уткой, чтобы выявить наших оперативников, меня, моих подчиненных. Сообщение пришло через 4 дня вечером. Простите за отсутствие. Когда я вспоминаю это, я впадаю в истеричное состояние. Мне тяжело говорить об этом. Я уверена, что они ставили эксперименты над моими половыми органами. Я обсуждала это с мужем. Он вспоминает, что после пробуждений их тоже вводили в беспамятство. У него сильно болел половой член, состояние было подавленным. Но это не все, почему я обратилась именно к вам, как к знатоку по пришельцам. Я видела именно их, как вы их и описывали. Серые гуманоиды, или как их еще назвать. Однажды я проснулась во время опытов, надо мной появилось лицо гуманоида, реальное. Я даже чувствовала его запах. Оно выплыло прямо надо мной. После я ощутила его пальцы на своем лбу, и мысленный импульс «спи». Я начала терять сознание, ощутив, что между ног снова происходит какое-то движение. Это уже было конкретно по нашему ведомству. Я вышел на связь с транзитным оперативником, предварительно узнал его состояние. Мы проговорили план действий. Я понимал, что девушке и ее мужу грозит вполне определенная опасность. Все было налицо. Инопланетное сотрудничество с фармакологической компанией, которая курируется правительством Турции, скорее всего под эгидой блока НАТО, а значит и США. Все люди, подвергшиеся экспериментам и выжившие впоследствии, оставались под тотальным наблюдением. Обычно люди оставлялись в живых лишь для того, чтобы в дальнейшем эксперименты были продолжены. Я дал этой девушке определенные гарантии. В принципе, я мог этого и не делать. Она сама решила довериться мне. Но ее ответ меня несколько удивил. Я боюсь дать вам свои контакты и местоположение. Я использую подставной номер, оформленный на другого человека, и с него захожу в мессенджеры. Простите, я не знаю, как поступить. Началась знакомая мне уже шпиономания. Да, гениально. Можно подумать, через этого подставного человека на их след выйти не смогут. Но чувствовалось, что девушка запугана и знает намного больше, чем говорит. Дальше уже моя работа. Я сам найду возможность выйти на нее через нашего оперативника. Он профессионал своего дела и сможет найти иголку в стоге сена размером с океан. А найти уж девушку в Турции для него плевое дело. Я отдал соответствующий приказ. Результат был уже через неделю. Сведения, полученные от оперативника. Нет никаких сомнений, что на территории Турции действует полулегальная лаборатория по проведению экспериментов на живых людях. Используются генные инопланетные технологии. Предположительно, выделяется генетический материал женских и мужских организмов. Цель пока не ясна. Продолжая наблюдение. Мной подготавливается группа внедрения. Женщина и ее муж опрошены мной. Составлен список возможных ориентаций и исследований. Представляю его вам. Первое. Исследование взаимодействия человеческого генотипа с инопланетным. Девушка утверждает, что среди подопытных были представительницы разных рас. Второе. Возможно, пересадка инопланетных эмбрионов с последующим извлечением. У девушки стойкое ощущение манипуляции в матке. Ранее она переживала искусственное прерывание беременности.
говорит, что чувства схожи. Третье. Извлечение семенного материала у мужчин. Кроме того, есть основания полагать, что эта лаборатория промышляет незаконной транспатологией и извлечением востребованных внутренних органов. По свидетельству потерпевшей также могу сделать вывод о том, что мы имеем дело с расой роидов, серых гуманоидов. По ним известно следующее. Роиды не являются самостоятельными существами, обладающими интеллектом. Это раса биороботов, которая управляется некой могущественной цивилизацией, неизвестной нам. Вполне может быть, что они связаны с центариусами, описанными и исследованными другим вашим аналитиком. Роиды имеют устойчивую связь со спецслужбами США, что позволяет сделать вывод об конкретном контроле со стороны спецслужб вышеуказанного государства. Из-за причины отъезда семейной пары из РФ у нас перекрывается возможность их возврата в Россию и использования специальных служб. По сути, роидами выбран идеальный объект, который никак не может быть защищен. Если на то последует ваша санкция, я могу обеспечить им совместную эвакуацию вместе со мной. Но как использовать их в дальнейшем, я не знаю. Решение остается за вами. Кроме того, требуется тщательное медицинское обследование, в частности, потерпевшей девушки. Обследование в нынешних условиях я провести не могу. По скриптам. Я не могу гарантировать адекватный результат из-за неудовлетворительного психологического состояния. Тем не менее, буду стараться. Вы выжили меня как лимон. Я ем транквилизаторы горстями и не могу отвечать за собственную регулярную адекватность. Кроме того, я обнаружил слежку. Если есть возможность, ускорьте мою эвакуацию и обеспечение моей безопасности. В противном случае я не гарантирую, что не раскалюсь на допросах, сами знаете кого. Я дочитал сообщение из закрытого канала связи с нашим оперативником. Была, конечно, ошибка использовать его повторно. Человек уже на пределе. Все-таки нужно провести совместную эвакуацию на одну из наших закрытых баз на границе Ирана и Афганистана, у реки Гельмент. Нашему оперативнику хорошо знакома эта территория. Все было спланировано, но наш оперативник перестал выходить на связь в оговоренный период. Вместо ожидаемого сообщения пришло сообщение от девушки, которая заварила всю эту кашу. Мы с мужем были готовы к эвакуации, но ваш сотрудник не пришел на оговоренное место. Мы решили самостоятельно вернуться в РФ, не знаем как, но будем пробовать. Я ничего им не ответил. Я знал, что, скорее всего, наш оперативник уже мертв. А эту парочку смерть ожидает в ближайшие часы, ну или дни. Все провалено. Подписывайтесь на наш канал, ведь таким образом мы добиваемся с вами цели. Напомню, меня зовут Стрэндж, и как бы нам не было бы тяжело, я все равно верю, что люди должны знать правду.